Счастье, счастье, счастье посылаю вам. Летит вот в такой красивой форме. А формула этого счастья – стержень, сила духа, позитив и философия жизни. Когда ты крепко держишься за эту формулу, несмотря ни на что, ты совсем можешь справиться. Вот такое счастье мы с вами запускаем. Летит весь 23-й год. Ну а вижу Розану, слышу такие слова. Тоже такой же посылаю счастливый лайк. Спасибо. Итак, смотрим события в мае месяце для знака зодиака Скорпион. Да, достоинство гороскопа Скорпион. Для вас май месяц. Ну что, астрологических событий предостаточно. Планеты движутся, меняют направление, идут на попятную, делают транзиты. То есть месяц очень активный. Много планет собралось в знаке зодиака Телец. Но так как вы находитесь на одной оси, они, конечно же, эти события полностью отражаются на знаке зодиака Скорпион. Таким образом отражаются, как будто все эти астрологические события происходят у вас. Но у вас они происходят в прекрасном, чудесном, замечательном 7-м секторе личного счастья. И события активные, события разнообразные, события и планеты, которые будут между собой очень хорошо контактировать. Все это у вас происходит в секторе счастья личного, семейного, частного счастья. Итак, давайте посмотрим. Все по порядку. Плутон будет находиться в ретроградном движении. Меркурий будет находиться в ретроградном движении до 15 числа. Затем Юпитер меняет знак, заходит в знак зодиака Телец. И вот тут отсюда с 16 числа выстраивается у вас эта ось, по которой Юпитер у вас идет по 7-му сектору. Скорпионы в течение следующего целого года, вот начиная с мая и заканчивая на следующий год тоже в мае, то есть целый год почти, по 7-му сектору у вас будет идти Юпитер. Следующее, что происходит еще в этом месяце, это 5 числа будет полнолуние. Полнолуние будет в вашем знаке, в вашем секторе. И в это же полнолуние закрывается лунное затмение. Коридор затмений. Происходит лунное затмение. Тоже в вашем знаке. Ну вот такие события, которые будут происходить, эти события очень активно будут проигрываться у вас по 7-му сектору, что усиливает партнерство и личное счастье по этому сектору. Итак, смотрим мы с вами. Смотрим, давайте, где ваши управители. Ваши управители – это Марс и Плутон. Смотрим Марс. До 20 мая Марс находится в знаке зодиака Рак. И энергия Марса здесь вам очень и очень знакома, потому что это водная стихия. Марс здесь абсолютная энергия осознанного Скорпиона. То есть как будто бы он находится в Скорпионе, тоже в водном знаке. И находясь до 20 числа в Раке, Марс здесь имеет энергию. Если что-то не понимаешь, если что-то чувствуешь, какое-то недомогание, ты ее бережешь, ты ее экономишь, ты не делаешь ничего насильно, ты выжидаешь. Вот такая здесь энергия. Она вам, эта энергия, очень знакома, потому что это абсолютно Марс, находясь в водных знаках, это осознанный Скорпионий Марс. Делает прекрасный делает трин с Нептуном.
А Нептун – это все такое возвышенное, все такое немножечко расслабляющее. Да, не получается, но хорошо, я подожду, когда этот период пройдет. А что, возникли какие-то романтические отношения, ну а почему и не попробовать, ну а почему и не случиться бы этим отношениям? То есть ты себя ведешь здесь осознанно, но очень легко. Вот после 20 числа Марс будет делать транзит в знак зодиака Лев. И здесь Марс тоже великолепен, потому что энергия огня идет тоже в огонь. Конечно, после 20 числа это такая энергетическая вспышка. Вы будете чувствовать, что вы как будто бы немножечко над всей суетой. Энергии достаточно, энергия сильная, энергия на созидание, энергия делать что-то, появляется радость жизни, вкус жизни и большой поток энергии, с которым Скорпион прекрасно, великолепно справляется. Встреча с друзьями, встреча на какие-то идете, может быть, курсы, чем-то увлечены, чем-то занимаетесь, новый круг знакомств, новый круг интересов. И очень хочется много, вот начиная уже с 20 числа, именно ходить, движение делать. Кто-то спортом займется, кто-то в поход какой-то, какие-то прогулки. Даже если есть у вас машина, захотите машину оставить, и вот именно движение делать, пешком идти, куда-то, чтобы вы были в движении. Вот такое накопится столько энергии, что ее захочется именно выпустить куда-то. И ее лучше, конечно, выпустить. Может, ремонт затеять дома, перестановку сделать куда-то дома, поездка куда-то. На велосипедная такая прогулка. Энергии будет много. После того, как энергия находилась в знаке зодиака Рак, она собралась. Поэтому, конечно, очень активно после 20 числа вы почувствуете эту энергию. Дальше смотрим. Давайте посмотрим, что с Плутоном и как и где у нас Плутон. Плутон находится в ретроградном движении, находится в знаке зодиака Водолей. И Плутон здесь пробный, только зашел, он еще не знает, как ему будет здесь. И, конечно же, делать будет аспекты. И эти аспекты Плутон выстраивает с Марсом, напряженный аспект делает. А здесь напряженный аспект с Марсом 21 мая – это такого рода противостояние. Либо ты физически чем-то увлекайся, занимайся, делай, выброс этой энергии необходим, выброс этой энергии. Либо ты делай какой-то большой анализ, изучение чего-то, идти по учебе, по такому аспекту ты начинаешь разбираться в какой-то документации, ты начинаешь разбираться в финансовых, ты смотришь, что у тебя, как-то углубляешься, что у тебя привести в порядок, все, что связано с твоим финансовым состоянием. И здесь вполне может быть, несмотря на то, что напряженный аспект, но именно на этот напряженный аспект может быть состояться очень удачная сделка, где вот вы как будто в схватке с каким-то, может быть, предприятием. Это предприятие вам что-то недоплачивало, или вы незаконно были уволены, или как-то у вас вычитали не ту сумму. Вот вы в этом, вот на таком противостоянии достаточно будет энергии и сил по Марсу. И, конечно, Плутон заставит глубоко в тему, погрузиться в тему и во всем этом разобраться. Плутон будет ретроградный, вполне может быть, что это и какие-то бывшие отношения могут вернуться, и эти отношения возвращаются для того, чтобы подвести финансовый итог, то есть что-то обе стороны не устраивало. Это не для примирения, это для того, чтобы расставить все точки. Вполне может быть, так как Плутон идет по ретроградному движению, но все будет происходить довольно-таки легко и подвижно, так как Плутон находится в воздушном знаке. Но, тем не менее, раздражение возникает, какое-то недопонимание, задержки чего-то, каких-то процессов, которые вы начали. Но
это абсолютно свойственно, когда Плутон идет в ретроградном движении. Это такой гигант, который может откуда-то издалека совсем прийти события, известия, которые необходимо будет завершить. Следующее смотрим событие, которое происходит, это Меркурий. Меркурий будет находиться в знаке зодиака Телец и делает чудесные, прекрасные, всего 3 аспекта, но они очень великолепны, и они все у вас проходят по 7 сектору, по сектору брака и семьи, по сектору очень личному. Прекрасный, чудесный секстиль с Венерой, чудесный секстиль дважды в этом месяце сделает Меркурий с Сатурном. Да, вот как-то все выстраивается, все в кучу собирается, как-то все идет, как будто бы вы себе построили план, как будто вы себе какую-то стратегию разработали. Хотя Скорпиону это не свойственно, как Скорпион проживает интуитивно. Вот как ведет жизнь, идет по интуиции. Как только что-то построит план, как только что-то куда-то себя ограничивает, оно не работает для Скорпиона. А здесь как будто бы вы просто об этом думали еще, а события будут разворачиваться, как будто бы вы план построили, и по этому плану четко идете. Вот такие будут прекрасные секстили с Венерой, а это встреча, это романтика, это отношения, это Скорпион даже сам будет удивляться тому, как Скорпион преображается, каким-то становится нежным, каким-то становится таким трогательным. Ну, конечно же, очень расцветает сексуальным, притягивает магнитом, тянет к Скорпиону. Ну, просто роскошный месяц для Скорпионов. Следующее, что смотрим. А мы смотрим дальше, конечно же, где будет находиться у нас Солнце. Давайте Солнце посмотрим, потому что Солнце у вас тоже находится в 7 секторе личного счастья. И так делает чудесное соединение с Меркурием, все это по 7 сектору, с Ураном соединение. Неожиданно, случайно, вдруг происходит знакомство, происходят события. Неожиданно, случайно, вдруг вы... Вот так сегодня ты был один, завтра ты оказался в семье или с семьей, или завязываются отношения. Они происходят неожиданно, происходят случайно. И Скорпион способен на такие вот резкие повороты судьбы, резкие изменения. Вот взять и вот так вот поворот своей судьбы сделать, который вполне может произойти в этом месяце. Очень красивый секстиль Солнца будет с Марсом. Солнце, Марса, 2 энергии огня. Марс, который находится уже будет, с 20 числа уже будет находиться во Льве и сделает очень красивое соединение, секстиль с Солнцем. Да, это какая-то судьбоносная, может быть, встреча, событие, которое может вас просто поменять ход судьбы. А вполне по тому, как еще и Юпитер у вас по 7 сектору идет, у вас личная жизнь, личные отношения принимают такой судьбоносный характер. Ну и смотрим, конечно же, Юпитер. Юпитер делает транзит, 16 числа заходит в знак зодиака Телец. Заходит в знак зодиака Телец, и у вас это, конечно же, 7 сектор, по 7 сектору идет. Сразу сделает квадратуру с Плутоном. Это что? Это, знаете, это какая-то такая, ну вот ревность. Плутон начинает, ну как это так? Юпитер сделает столько блага для Скорпиона. Это я должен делать. Вот просто здесь какое-то между собой соревнование этих 2 планет. Вот таким образом. Вот эта квадратура, то есть, конечно же, при том, что выстраивается квадратура, но Плутон – это всегда помощник по 7 сектору. Это могут быть отношения, вполне могут быть отношения, которые, ну да, зашли почти в тупик, они могут начать нового характера, приобрести новая вспышка, новые отношения. Эти отношения можно спасти вот на такой аспект. Ну, следующее – это, конечно же, полнолуние. Полнолуние будет в вашем знаке, и это полнолуние в вашем знаке личность, личность, что-то заканчивается. Вот тот Скорпион, который был, этот период уже заканчивается. Новое что-то начинается, завершается один этап для Скорпиона, и начинается новый. Причем закрывается этот этап даже
лунным затмением. То есть заканчивается период, у кого было одиночество, у кого было неудачи, у кого было какие-то потери. Этот период заканчивается. Ну, просто великолепно. Месяц выстраивается, скорпионы, абсолютно ваш месяц. Месяц счастья, удачи, успеха, влюбленности, романтики, финансов, путешествий. Ну, берите этот месяц за основу, и вы можете начать абсолютно заново построить свою последующую личную, особенно то, что касается личного. А также это полнолуние и коридор затмений, который будет закрывать коридор затмений в вашем знаке. Это, конечно, определенный этап закрывается. Если у вас какие-то были зависимости, если у вас какие-то были болезни, если у вас какие-то были привязанности ненужные, это тоже период заканчивается и происходит осознанно, абсолютно осознанно. Оно само по себе уже не работает, оно само по себе отжило. Вы с этим расстаетесь. Ну а 19 числа будет новолуние в знаке зодиака Телец, опять на этой же оси, и у вас идет это прекрасное новолуние, идет у вас тоже по сектору 7, по сектору брака. То есть стройте планы, начинайте, пробуйте. Месяц великолепный, прекрасно. Ну а вижу Розану, слышу такие слова. Тоже такой же посылаю счастливый лайк. Спасибо.